Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Russian for Dancers, где я на медленном и понятном русском рассказываю небольшие, но интересные истории о русской культуре. Сегодня мы поговорим о русских сезонах Сергея Дягилева и о том, как они заставили весь мир полюбить балет. Вначале несколько слов о Дягилеве. Сергей Павлович Дягилев родился в 1872 году, недалеко от Новгорода, но детство провел в Перми. Его родители любили искусство и часто приглашали в свой дом художников, музыкантов, артистов. Когда Дягилев переехал в Петербург и поступил на юридический факультет, он следил за всеми культурными событиями столицы и окружал себя творческими людьми. В дальнейшем он начал работать в дирекции императорских театров, но скоро ушел оттуда из-за личного конфликта. Хотя, возможно, настоящая причина глубже. Дягилев был противником традиционного искусства. Он чувствовал потребность общества увидеть что-то абсолютно новое. И хотя его критики будут говорить о том, что собственного творческого дара у Дягилева не было, и он просто использовал для своих целей других талантливых людей, невозможно отрицать. Дягилев прекрасно понимал желания публики. Он чувствовал дух времени и был открыт всему новому. К тому же, если он видел в человеке талант, то верил в него и, не жалея денег, давал художникам, хореографам, артистам, композиторам возможность реализоваться. Дягилев начал свой путь с того, что собрал талантливых художников-новаторов, то есть тех, кто создавал что-то новое и непривычное, в группу «Мир искусства». В 1898 году вместе с художником Бенуа он выпустил первый номер журнала, который тоже назывался «Мир искусства», и знакомил читателя с зарубежной и новой русской живописью. В 1906 году Дягилев организовал в Париже выставку «Два века русской живописи и скульптуры», а через год решил познакомить европейскую публику с русской музыкой, позже с оперой. В 1909 году он впервые собрал в Париже артистов балета, и эти гастроли русских сезонов навсегда изменили мировой балетный театр. Руководителем балетной труппы и хореографом в первые годы был Михаил Фокин, танцовщик Мариинского театра, который уже имел опыт постановки спектаклей. Фокин противопоставлял свой взгляд традиционному балету Мариуса Петипа и искал новые формы для выражения своих идей. Так что же нового было в этих балетах, которые Дягилев и Фокин показали сначала в Европе, а потом и в Америке? Ну, во-первых, вместо длинных многоактных спектаклей организаторы русских сезонов показывали зрителям небольшие одноактные балеты. Раньше балет был простым дивертисментом, то есть собранием зрелищных эффектных танцев. Фокин же, по собственным словам хореографа, превратил его в драму. Раньше, после вариации или дуэта, зрители аплодировали, и артисты выходили на поклон. То есть поклоны останавливали на время спектакль, а публика и танцовщики возвращались в реальность. В балетах русских сезонов Фокин постарался убрать поклоны из середины действия, чтобы ничто не отвлекало зрителей от истории. В половецких плясках Фокина кардебалет впервые перестал быть фоном для солистов или красивым художественным орнаментом, как в классических балетах. Общие танцы стали яркими и эмоциональными. Из спектаклей исчезли условные жесты, такие общие для всех балетов места. Каждый жест артисту надо было прочувствовать, сделать со смыслом и эмоциями. Сюжет стал выражаться в танцах и действиях. Раньше композитор, художник-сценограф и хореограф работали отдельно, но в спектаклях русских сезонов музыку, оформление и танец невозможно разделить. Авторы часто работали в сотрудничестве и создавали свои произведения параллельно. Благодаря сезонам родилась новая балетная музыка. Она стала сложнее и богаче. Сравните Жизель Адана и Дон Кихот Минкуса с музыкой Стравинского и Прокофьева. Разница огромная. Зрителей потрясла не только музыка, но и оформление спектакля, то есть декорации и костюмы.
Художники не боялись ярких цветов, использовали экзотические формы и сочетания. Просто посмотрите на эти эскизы. Раньше такое трудно было представить в театре. Россия считала себя европейской страной, но русские сезоны закрепили в сознании европейцев и американцев другой образ. Яркий Восток, как в Шахерезаде, сказки, как «Жар птица» и «Золотой петушок», славянская древность, «Весна священная». Именно такое они увидели и, возможно, сейчас иногда продолжают видеть нашу страну. За 20 лет существования русских сезонов с 1909 по 1929 зрители увидели такие балетные спектакли, как «Сильфиды», «Клеопатра», «Павильон Армиды», «Шахерезада», «Жар птица», «Петрушка», «Дафнис и Хлоя» Михаила Фокина, «Весна священная» и «Послеполуденный отдых фавна» Вацлава Нижинского, «Треуголка и парад» Леонида Мясина, «Свадебка» и «Голубой экспресс» Брониславы Нижинской, «Аполлон Мусагет» Джорджа Баланчина. Последней премьерой сезонов стал балет Баланчина «Блудный сын». Конечно, я сейчас называю далеко не все спектакли, даю только несколько ярких, самых известных примеров. Многие из этих балетов продолжают идти на разных сценах мира и считаются классикой XX века. Среди артистов, участвовавших в постановке и показах названных балетов, были великие Анна Павлова, Тамара Корсавина, Вацлав Нижинский и многие-многие другие. О них, как и о русских сезонах в целом, вы можете найти немало интересных книг, документальных фильмов и статей в интернете. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Большое спасибо за внимание и до новых встреч!